Так, ребят, всем привет! Сегодня я хочу рассмотреть такую крайне важную, интересную тему, как контракты и договора с нижними мирами. Осознанные и неосознанные. Как избежать ловушки, подписать такой невзначай контракт, да, где мы сами того не понимая даем лазейки для того, чтобы с нас скачивали энергию, для того, чтобы распоряжались нашей жизнью, судьбой и так далее. И как обезопасить себя от того, чтобы попасть на подобные какие-то контракты с сущностями, чтобы они не могли влиять на нашу с вами жизнь и скачивать нашу энергию. Сегодня я с вами рассмотрю примеры различных договоров, осознанных и неосознанных, а также мы с вами разберем в цикле видео про контракты и договора о том, как от таких договоров, даже если вы поняли, что где-то вы подобный контракт подписали, да, как их можно расторгнуть. Так что приготовьтесь, сегодня мы с вами будем говорить о тех контрактах, которые не написаны на бумаге. Ну и начну я, наверное, с того, что многие из нас даже не подозревают на самом деле о том, сколько же подобных контрактов у нас подписано, и живут своей жизнью, думая о том, что, в принципе, ничего такого у них нет. Но, тем не менее, эти контракты — это то, что, как говорится, да, незнание законов не освобождает нас от ответственности, так и незнание того, что мы где-то подписались на подобный контракт, несет свою ответственность, и мы по этим договорам прекрасно таки себе платим, потому что эти договора на тонком плане на самом деле имеют большое влияние на нашу жизнь, и не только иногда на эту, но и последующие. Но на последующие жизни это несут контракты только осознанные, но об этом поговорим позже. Так вот, сами по себе договора и контракты — это некое соглашение, да, между сторонами, что одна сторона делает вот это, да, а вторая сторона обязуется сделать вот это. То есть, по сути, если мы с вами посмотрим, то договор, допустим, тот же самый, с теми же самыми сущностями, он несет двойной характер, да, то есть сущности якобы что-то нам в ответ делают, но, как показывает практика, конечно же, они делают для нас жизнь невыносимой, то есть, допустим, мы доверяем им там наше финансы или нашу жизнь, да, они в этой жизни нам устраивают страдания, слезы, да, горе и так далее, и мы же за то, что они нам это все устраивают, эти страдания, горе и так далее, еще и платим своей жизненной энергией. И это, конечно, очень сильно неприятно, и многие люди, к сожалению, живут в таких контрактах, даже не понимая, что они еще и доплачивают сверху, да, за то, чтобы сидеть без денег, за то, чтобы испытывать постоянную боль, да, в отношениях, в жизни там различные терпеть утраты, терпеть какие-то унижения, там, да, различные несчастья и так далее. То есть они еще и за это платят своей жизненной энергией, чтобы все это в жизни получать. Конечно же, многие из вас скажут: да я не мог осознанно на это согласиться, да, или как бы я осознанно подобный контракт вообще подписал. И вы правильно скажете, потому что к таким видам контрактов, как правило, относятся контракты неосознанные. То есть это те самые контракты, которые мы подписываем даже сами того не осознавая, да, мы не понимаем о том, что в этот самый момент мы вступаем с кем-то в подобные отношения, да, и передаем кому-то вот право управления своей жизнью.
Происходит это зачастую, конечно же, когда мы заключаем подобное соглашение, условно, мы думаем наоборот, мы просим помощи, как правило, вот, и хотим чего-то хорошего в нашей жизни, но здесь стоит учитывать то, что наше представление о том, что для нас в нашей жизни хорошо, и представление об этом темных сил, прямо противоположное, да, потому что темным силам действительно там счастливый, замечательный человек мало нужен, вот, хотя в некоторых случаях мы знаем, что очень даже бывает и наоборот, то есть когда накачивают специально темные своих некоторых посланцев и деньгами, и славой, и всем-всем-всем, да, для того, чтобы они как раз-таки темные контракты через себя пропихивали. Это так называемые, я их называю поставщиками душ. То есть это те самые люди, через которых подключаются контракты. Давайте обо всем по порядку. Во-первых, так или иначе, можно сказать, что абсолютно все контракты, и осознанные, и неосознанные, да, косвенные контракты, которые мы заключаем, допустим, там, соглашаясь на одно, да, и косвенно мы еще соглашаемся на другое. Но, тем не менее, все эти виды контрактов заключаются только с согласия. То есть невозможно без согласия человека на что-либо, да, подписать с ним договор. То есть такие контракты просто невозможно совершить. Поэтому так или иначе обманом в большинстве своем, да, при помощи обманов, манипуляций нас заставляют поверить во что-то, как правило, да, и таким образом заключать с нами контракт. Примером таких контрактов, допустим, очень яркими в повседневной жизни, через которых сидит, на которых сидит, наверное, 90% человечества, являются контракты на то, что я не управляю своей жизнью, да, это такой контракт, где человек не верит в то, что именно он является, как говорят там, я кузнец своей судьбы, да, то есть он говорит о том, что от меня в жизни ничего не зависит, вот есть некие там волшебные силы, которые, значит, всем распоряжаются, да, и все, что происходит в моей жизни, все зависит от них, и, как правило, они сами идут туда и говорят там, допустим, вот этим вот силам, что силы, пожалуйста, там, значит, сделайте в моей жизни вот то-то, 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 чтобы все было хорошо, наконец-то, чтобы у меня там были деньги, было счастье, было здоровье, еще что-то. Тем самым они не понимают, что таким образом они напрямую, обращаясь к каким-то силам определенным, передают им власть над собой, то есть уходят в полное такое вот подчинение, да, в полное рабство к этим силам, где эти силы могут делать с ними все что угодно. То есть я вам могу сказать, что у светлых сил, как правило, нет никакого стремления к тому, чтобы получить в права пользования вот такое вот, да, людей и забирать у них свободную волю, отбирать эту свободную волю, да. Светлые силы, они как заботливая мать радуются успехам своего ребенка. Светлые силы, как правило, за то, чтобы ребенок, да, чтобы поддерживать его. Я очень часто говорю, вот, что воспитание светлых, да, то есть в этом плане именно я говорю о светлых силах, оно заключается в поддерживающей функции. То есть это как я часто употребляю этот пример, как папа, который учит ребенка кататься на велосипеде, да, он не садится на велосипед и не едет за ребенка, да, на этом велосипеде. Этот папа, он садит ребенка, да, на велик и говорит: давай, сыночек, там, или доченька, давай, крути педали, а я буду рядом. Если ты будешь падать, если ты будешь терять равновесие или что-то, я тебя поддержу, я тебя поймаю, да, я помогу тебе держать равновесие, но ехать на этом велосипеде ты будешь сам крутить педали. То есть тоже такая очень хорошая поговорка, да, что если ты дашь человеку рыбу, да,
то ты накормишь его на 1 день. Если же ты дашь ему удочку и научишь эту рыбу ловить, то он будет сыт всю жизнь. И это как раз-таки поговорка тоже о светлых силах. То есть светлые силы не заинтересованы в том, чтобы единоразово раздать кому-то рыбу, что-то за кого-то сделать, да, кому-то что-то подарить и так далее. Они заинтересованы в том, чтобы человек сам научился ловить для себя рыбу, чтобы человек сам дошел до каких-то вершин, сам научился ездить на велосипеде и так далее. То есть сделать его максимально автономным, чтобы этот человек мог сам управлять своей жизнью. Это о светлых силах. Если же мы говорим о темных, конечно же, темные это за контроль, это за то, чтобы человек ни за что не нес в своей жизни ответственности, это полностью за то, чтобы принимать за него решения, то есть это некая такая, знаете, гиперконтролирующая опека, где человек, он просто вот реально в своей жизни не решает ничего, и где за него принимают все решения, где за него принимают решения, сколько он будет зарабатывать, где он будет жить, какие у него там будут отношения в семье, что там у него будет со здоровьем и так далее, где человек абсолютно не является хозяином своей жизни. И, к сожалению, очень много людей вокруг нас сидит на подобного рода контрактах, сами того не осознавая, передавая свои и ресурсы, да, внутренние, внешние ресурсы, ну а также всю свою жизнь и управление этой жизнью, к сожалению, не в светлые руки. Ну и также, да, человек зачастую такой, он хочет, чтобы пришел кто-то, волшебный спаситель какой-то, да, и сделал за него что-то, то есть принес ему на блюдечке с голубой каемочкой все спасение его же, да, и так далее. Если же мы говорим о душах светлых, да, и о светлом пути, то, как правило, светлые души, они идут по пути свободной воли, и когда они, вот очень много, да, ребят, с которыми я общаюсь на канале, которые и комментарии в Ютубе пишут, и в ВСК также говорят. На самом деле в солнечном клубе я вообще очень радуюсь, потому что очень много ребят делятся своими историями, в том числе историями своего роста, да, как они доходили до каких-то своих изменений очень колоссальных в жизни и так далее. Так вот, исходя из общего наблюдения того, как люди действительно шли по светлому пути, они не призывали какие-то волшебные силы, чтобы те им помогли справиться с какими-то трудностями. Они взывали к себе по большей степени, да, и использовали свою внутреннюю волю, объявляли эту волю и говорили: я хочу найти там реальные знания, допустим, или я хочу вот что-то в жизни увидеть. И они не ждали, что кто-то придет и принесет им это на блюдечке. Они просто объявляли свою волю в пространстве и говорили, что внутренняя, да, вот эта уверенность была, что у меня все получится, я хочу, и я иду к этой цели. Это, конечно, совершенно разные подходы, где человек сам, во-первых, да, объявляет то, что он несет ответственность за свою жизнь, и он принимает решения в своей жизни. Вот здесь очень важно то, что когда человек говорит: я принял решение, я решил, я выбрал, это и есть то, на фундаменте чего на самом деле лежит намерение и работа с реальностью. И когда человек начинает объявлять именно свои решения, да, заявлять о этих решениях и проявлять свою волю, то никакие демонические силы, никакие темные силы не могут этим решениям противостоять, они просто не могут ничего сделать против этих решений, потому что эти решения являются в этой вселенной правилом. То есть сама энергия материи продвигает эти решения. Ну а если человек не чувствует силы своей внутренней воли и ждет волшебных спасителей, да, то здесь он идет по контрактному пути,
где он призывает кого-то, кого угодно там, да, в пространстве, что придите и там хоть кто-нибудь там помогите мне, вот решите что-то за меня и так далее. И здесь очень важно, смотрите, разность контекста, да, допустим, что в одном случае человек может говорить, что я хочу встретить кого-то, да, допустим, кто помог бы мне разобраться, или я хочу найти что-то, что поможет мне разобраться, или поможет мне в какой-то моей проблеме, то есть, да, найти что-то, что поможет мне найти информацию, найти что-то, да, вот один запрос. И второй запрос, чтобы приди кто-то там и помоги мне, реши за меня, дай мне, да, я там устал, я не могу, дайте мне, пожалуйста, хоть кто-нибудь, решите эту проблему за меня. То есть это разные абсолютно внутренние энергии, которые мы, да, запросы, которые мы в пространство выносим. И если в первом случае, когда наш запрос соответствует волеизъявлению, начинает работать энергия материи в соответствии с законами Вселенной, то во втором случае, конечно же, есть очень много желающих с нижних миров, которые обязательно прибегут целой толпой предлагать свои услуги, да, вот, и только нам, пожалуйста, дай вот доступы, да, к тебе, к твоей реальности, к твоим финансам, там, к твоему здоровью и так далее. Но уж мы там, да, порядок наведем, как говорится, вот. Ну и человек, неосознанно запуская вот такой запрос в пространство, он, естественно, может подписывать договора. И здесь я опять же говорю, главное это разница, да, цена-разница. С одной стороны, где я несу ответственность за свою жизнь, а с другой стороны, что я вообще не могу никак в своей жизни что-то сделать. То есть и где я не могу ничего в своей жизни что-то сделать, и только кто-то извне может прийти и что-то там у меня в жизни сделать, это, конечно же, путь контрактов. И, кстати, как раз-таки такое мышление специально на самом деле нам здесь закладывается с самого рождения, с самого детства, нам закладывают подобный тип мышления, что мы абсолютно ничего не можем в своей жизни делать, что наша жизнь от нас не зависит и так далее. Я уже об этом не раз говорила. Как раз-таки это мышление закладывается не случайно. Оно закладывается специально для того, чтобы человек в течение жизни как можно больше вот таких вот контрактов подписывал с сущностями, которые рады стараться. То есть чтобы мы сами неосознанно им передавали под управление свою жизнь, и потом еще и не понимали, а почему же я так живу, а почему же у меня в жизни все очень плохо, да, почему же я ничего в своей жизни не могу решить, да, и вот, ну и вроде как я там верю в то, что какая-то волшебная сущность что-то там хорошее в моей жизни сделает, но этого тоже не происходит, а то и происходит, как правило, только хуже. И на самом деле очень часто, опять же, многие люди делятся своими историями, и здесь на ютубе, да, в комментариях, и в солнечном клубе, в Бусте тоже очень много комментариев пишут различными своими историями, делятся люди, что зачастую, когда человек находится, да, чем больше, точнее, он находится в каком-то вот таком вот контракте, даже вот, допустим, на волшебные там какие-то эгрегоры денег там, да, или еще что-то вот подписывается. Сейчас очень много различных вот таких вот тоже контрактных моментов есть, где подключись к волшебному денежному рогу изобилия, и будет тебе счастье полное, да, штаны. Вот, и люди подключаются к этому, залазят в это, и наоборот, у них все становится по финансам очень и очень плохо. То есть, если у них до этого было плохо, становится еще более плохо. То есть, человек, наоборот, уходит в какую-то еще больше финансовую дыру, потому что он этому непонятному какому-то там сущности, да, непонятной, дает доступ к своему кошельку, грубо говоря, и там, естественно, начинается вычерпывание, потому что, знаете, это
это из разряда еще одной такой поговорки очень хорошей: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И это нужно тоже понимать. Это мы как раз-таки говорим о том, что если где-то вам говорят, что вот подключись к волшебному котлу денежного изобилия, и там на тебя посыпятся золотые слитки, надо задуматься, да, а в чем выгода этого волшебного котла? Да, почему этот волшебный котел бесплатно раздает слитки золотые, да, прям ничего делать не надо, вот только стой, да, на тебя манна небесная будет сверху капать, но это все чем-то попахивает, а попахивает это, конечно же, темными контрактами. То есть зачастую люди, конечно же, ищут очень простые пути и ищут пути волшебных таблеток, да, где ничего делать не надо, и на тебя вот свалится сверху волшебная какая-то, я не знаю, манна небесная, да, и все твои проблемы решатся в один миг, и все будет замечательно, но это вот из разряда, опять же, контрактов. Если же говорить про светлый путь — это путь осознания, да, это путь переосмысления жизни, это путь развязывания внутренних узлов, да, это путь работы над собой. И, естественно, для многих этот путь кажется слишком сложным, и им не хочется да, идти этим путем, потому что, ну, это все кажется как-то сложно, я не смогу, я не справлюсь, да, но в поисках простых путей, к сожалению, они попадаются на контракты. И, конечно же, расторгнуть подобные неосознанные контракты, да, косвенные контракты, в том числе, где мы, допустим, соглашаясь на одно, невольно соглашаемся еще и на другое, да. Здесь по большей степени идет, допустим, то, что я там купил лотерейный билет, я хочу попробовать выиграть, да, но неосознанно я как бы вот это лотерея, грубо говоря, да, вот эти вот все азартные игры и так далее принадлежит определенному эгрегору, и я невольно становлюсь соучастником, да, вот в этом эгрегоре. И то есть здесь тоже вот такие косвенные контракты могут нас поджидать в некоторых местах. То есть когда вроде как не соглашаясь ни на что такого, да, нас могут пытаться подписать на что-то большее, да, то есть что вот он есть эгрегор, и мы начинаем, допустим, ну, у некоторых там проявляется лудомания или еще что-то. Если что, это навязчивость азартных игр, то есть когда человек постоянно начинает играть в азартные игры, да, он начинает спускать на это состояние, то есть какие-то там рулетки, еще что-то, да, вот это вот о том идет речь. Вот, то есть начинает нас вовлекать этот эгрегор в вот эти все развлечения, то есть некоторые неосознанно идут, допустим, косвенные контракты, когда человек, допустим, где-то хочет подзаработать и соглашается на какую-то, ну, допустим, аферу, да, какую-то такую непонятную подработку и тоже как бы подписывает какой-то косвенный контракт, да, то есть соглашаясь на нечто большее, чем просто подзаработать денег. Здесь достаточно сложно подобрать какой-то пример, но я думаю, вы примерно поняли, то есть это когда мы изначально, да, даем согласие на одно, но невольно еще и берем на себя сторонние обязательства, да, так как мы, допустим, вот включаясь в какую-то непонятную аферу, там невольно становимся соучастниками этой аферы и так далее. То есть здесь, как правило, что-то, ну, не совсем хорошее, да, то есть, допустим, тоже, если мы рассматриваем какие-то эгрегориальные вещи там и прочее, ну, давайте вот рассмотрим момент, когда бывает такое, что приходит там, допустим, родственники, дарят какую-то там статуэтку, да, непонятную, вот, какого-нибудь там денежного, я не знаю, денежную жабу там или еще какую-нибудь ерунду, и говорят, это вот тебе, да, чтобы там деньги были, еще что-то, ну, и мы принимаем подарок, и сами того, ну, не понимая, помимо подарка еще и принимаем то, что какая-то теперь жаба будет считать, сколько там у нас будет денег в кармане, да, точнее тот, кто этой жабой владеет.
то есть ее бенефициар, грубо говоря, да, что мы таким образом косвенно, вроде как мы согласились просто принять подарок от близкого человека, допустим, и невольно еще и хрен пойми на что подписались, да, то есть хотя мы изначально у этой жабы сами ничего не просили, да, и нет, то есть вот таким образом могут подписываться косвенные контракты, ну ты же взял, ты согласился, да. Темные, как правило, они очень сильно к этому серьезно относятся в плане того, что это такие ужи на сковородке, то есть которые вот, знаете, без вазелина в любую дырку, как говорится, пролезут, и они вот ищут малейшие вот эти вот лазейки, да, ну ты же вот здесь вот это взял, ну значит тебе это надо, да. Я приводила такие примеры, что когда люди вроде как, допустим, расторгают с каким-то эгрегором вот контракт и оставляют дома, ну, какую-то атрибутику этого эгрегора или еще что-то, и таким образом эгрегор решает, что, ну, ты не расторг со мной ничего, у тебя же вот эта атрибутика лежит, значит, ты считаешь ее для себя полезной, значит, ты меня считаешь для себя полезным, да, значит, ты считаешь, что для чего-то я в твоей жизни тебе нужен, и этот контракт до конца не расторгается, хотя человек вроде как посчитал, что все, да, я решение принял, но темные вот эти вот все лазейки используют. То есть поэтому в этом плане я говорю о том, что когда мы расторгаем какие-то контракты, да, нам нужно по максимуму сжигать все мосты, то есть говорить свое конкретное нет на это все. Ну, а также такие неосознанные косвенные контракты, они достаточно очень легко расторгаются, потому что, по сути, так или иначе нас в них вовлекают обманным путем. Это такие контракты, которые держатся на самом деле на честном слове, да, и таком, знаете, это как вот это, как я это называю, на соплях и жвачке, да. То есть они ничем не подкреплены, и по сути они действуют, пока мы на это подписываемся. То есть такие контракты достаточно очень легко расторгнуть, достаточно просто переосмыслить эти моменты, начать работать над собой. И, естественно, если мы говорим о контрактах, допустим, неосознанных, где мы передаем вот таким вот образом, да, сами того не осознавая, все аспекты своей жизни под чужое управление, просто начать забирать это все, да, и говорить, что я сам теперь отныне несу ответственность за свою жизнь, за свои финансы, за свое здоровье и так далее. То есть объявить себя хозяином собственной жизни, и не просто объявить, но и прочувствовать этот момент, то есть и тем самым аннулировать все эти контракты и говорить, что больше никто не смеет управлять в моей жизни чем-то, теперь я начинаю этими процессами управлять. Конечно же, не все, да, кто несут в себе вот это вот мышление негативное о том, что а могу ли я сам управлять моей жизнью, а вдруг у меня не получится, да, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг я вообще там, да, не смогу это сделать. Начинается куча страхов всплывать в голове, куча неуверенности в себе и так далее, и здесь мы тоже можем говорить о том, что задумайтесь, кто вам эти страхи и все остальное начинает пропихивать, кто вам в голову льет это, да, а льют это как раз-таки те, кто говорит, а вдруг ты не справишься, а вдруг у тебя не получится, давай-ка лучше я, да, я лучше знаю, как твоей жизнью распоряжаться, чем ты. И, конечно, нам нужно понимать, что это как раз-таки попытки воздействия и сохранения контрактов. Вот. Сегодня мы с вами рассмотрели такие частые, наиболее яркие примеры контрактов неосознанного типа, ну а также мы с вами в следующих роликах я продолжу про контракты. Если вам интересно, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно послушать, как бы хотели бы вы, во-первых, эту тему продолжить, да, насколько она вам интересна, ну а также, что бы вы хотели услышать про контракты, некоторые, может быть, я это включу в свои следующие ролики. Ну а у меня на этом все, подписывайтесь на меня в Телеграм, не забывайте, там я сейчас начинаю говорить очень много про текущие мировые события, которые происходят в мире, да, то есть это политика,
Это все взгляд мой с тонкого плана, да, как я эти события вижу. Также не забывайте о солнечном клубе, где вас ждут прямые эфиры с моим участием на ту тему, которую выберут участники. Плюс там сейчас на данный момент очень большой архив накопился. Клубу уже на данный момент 2 года. Так что клуб празднует свою дату очередную рождения, вот как раз в феврале. Так что сейчас у нас такая уже круглая дата. За это время очень много участников все выросли, да. Очень много участников научились и управлять намерением, и очень качественно изменили свою жизнь. Там постоянно ребята делятся какими-то своими успехами. И если вы тоже хотите чем-то поделиться, к архиву большому информации присоединиться, да, послушать, почитать, также пообщаться со мной, вот, и в прямом эфире, и также в чате, то присоединяйтесь, все ссылки будут в описании. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. До скорых встреч, пока-пока.